Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим меню на целый день. Это будет легкий завтрак из яиц и лаваша, сытный обед с мясом и домашними коржиками на десерт, а также несложный в приготовлении пирог-выручайка с салатом на ужин. На завтрак приготовим необычное блюдо из яиц за 10 минут. Все настолько просто, быстро и вкусно, что вы точно возьмете этот рецепт себе в копилочку. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала все подготовим. Берем тарелку такого же диаметра, как и дно сковороды. Кладем эту тарелку на тонкий лаваш и вырезаем из него 2 круга. 80 грамм сыра трем на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок зелени. Я взяла укроп. Сковороду ставим на маленький огонь и кладем на нее 1 круг лаваша. Сковороду ничем смазывать не нужно. На лаваш разбиваем 4 яйца. Яйца солим по вкусу и перчим. На яйца насыпаем измельченный укроп. Сверху все посыпаем половиной тертого сыра. Еще больше разных легких завтраков смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Накрываем вторым листом лаваша. Сковороду накрываем крышкой и жарим на маленьком огне примерно 4 минуты. Яйца уже немного схватились, все переворачиваем на другую сторону. Сверху лаваш посыпаем оставшимся тертым сыром. Сковороду опять накрываем крышкой и готовим еще примерно 4 минуты. Завтрак готов, подаем его на стол в горячем виде. Завтрак из яиц, лаваша и сыра получился необычным, очень вкусным и сытным, а готовить его одно удовольствие. Обязательно его приготовьте, я уверена, он вам очень понравится. На обед приготовим отбивные с овощами. Равнодушных к этому блюду нет, оно очень вкусное и сытное. Сначала подготовим ингредиенты. Полкилограмма мяса нарезаем поперек волокон кусками толщиной около 1 см. Каждый кусочек мяса отбиваем молотком с 2 сторон. Я использую свинину. Мясо солим и перчим черным молотым перцем. 2 луковицы нарезаем полукольцами. 4-5 помидоров среднего размера нарезаем кружочками. 150 грамм сыра трем на крупной терке. 1 килограмм уже очищенного картофеля разрезаем на более мелкие кусочки. Картофель перекладываем в миску, солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем. Глубокий противень от духовки смазываем сливочным маслом. На противень выкладываем отбивные, оставляя расстояние между ними. На мясо кладем нарезанный лук. Сверху лук смазываем майонезом. Всего понадобится примерно 100 грамм майонеза. На мясо с луком выкладываем кружочки помидоров. В промежутках между отбивными кладем подготовленный картофель. Сверху отбивные посыпаем тертым сыром. На противень выливаем полстакана воды. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно час-полтора. Я запекала 1 час, так как картошка у меня молодая и готовится быстрее. Блюдо готово, можно подавать на стол. Отбивные с овощами в духовке получились очень вкусными, ароматными и сытными. Это блюдо отлично подходит для обеда, а также оно хорошо смотрится и на праздничном столе. Также на обед приготовим домашние коржики на сметане. Готовятся они очень просто и легко. Такие коржики отлично заменяют покупное печенье. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В миску разбиваем 1 яйцо и наливаем 150 мл сметаны любой жирности. Сюда же насыпаем 3 столовые ложки с небольшой горкой сахара. Все перемешиваем до растворения сахара. В отдельную миску насыпаем примерно 250 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем ложкой. Сюда же выливаем подготовленную сметанную смесь. Все немного перемешиваем и добавляем 40 грамм мягкого сливочного масла.
Перемешиваем тесто до однородности. Тесто долго не вымешивайте, иначе оно станет жестким. После замеса тесто сразу же готово к работе. Раскатываем тесто толщиной примерно 1 см, тонко тесто раскатывать не нужно. С помощью формочки вырезаем коржики. Также у меня на канале есть и другие очень вкусные рецепты домашнего печенья. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Остатки теста собираем и раскатываем снова. Из этого количества теста у меня получилось 25 коржиков. Подготовленные коржики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15-20 минут. Коржики готовы, даем им остыть. Остывшие коржики посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол с чаем или с молоком. Коржики получились очень вкусными, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Готовить их просто и быстро. Если у вас большая семья, то сразу пеките двойную порцию, чтобы хватило всем. На ужин приготовим пирог-выручайку. Мне такой пирог нравится своей универсальностью и легкостью в приготовлении. Готовится он из тех продуктов, что есть на данный момент в холодильнике. Сначала готовим сырное тесто, оно остается неизменным для любой начинки. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим. И взбиваем венчиком. В яйца наливаем полстакана молока и полстакана подсолнечного масла. Все перемешиваем. Сюда же в миску высыпаем стакан муки и 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Все перемешиваем до однородности. Должно получиться жидкое тесто. 100 грамм сыра трем на крупной терке. В тесто добавляем тертый сыр и перемешиваем. Остальные ингредиенты берем на свое усмотрение. Я взяла 250 грамм ветчины, ее нарезаем кубиками. 1 большой сладкий перец нарезаем небольшими кусочками. Также нарезала 1 помидор кубиками. Рассчитывайте так, чтобы общий вес начинки получился примерно полкилограмма. К тесту добавляем нарезанную колбасу, перец и помидор. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Я взяла форму диаметром 23 см. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму выкладываем тесто с начинкой и равномерно распределяем. Пирог ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 45 минут. Пирог получился очень вкусным, ароматным и сытным, а по вкусу он чем-то напоминает пиццу. К пирогу на ужин приготовим очень легкий салат с помидорами за 10 минут. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 6 помидоров среднего размера разрезаем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем небольшими дольками. 1 небольшую красную луковицу режем полукольцами. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Нарезанные помидоры выкладываем на большое блюдо. Сверху на помидоры кладем колечки лука. Делаем заправку для салата. В мисочку кладем 2 чайные ложки горчицы с зернами. Добавляем немного соли. Перчим. И сюда же наливаем 2-3 столовые ложки нерафинированного растительного масла. Все хорошо перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем помидоры с луком. Салат сверху посыпаем тертым сыром и измельченным укропом. Салат получился очень вкусным, легким и ароматным. Обязательно его приготовьте. На приготовление такого салата уходит не больше 10 минут. Если вам понравился такой вариант меню на целый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.